Компания «Ланит», лаборатория новых информационных технологий, создана в 1989 году. Через год у нас будет четвертьвековой юбилей. В компании уже свыше 5000 человек работает, не около, а за год мы стали еще больше. Оборот по итогам 2011 около 60 миллиардов рублей, при росте 43%. В этом году мы планируем не меньшие показатели обеспечить. Соответственно, компания сильна тем, что может предложить заказчикам почти, можно сказать, все решения, весь спектр услуг по IT-консалтингу, управленческому, финансовому консалтингу, разработке информационных систем, поставке различного оборудования, сетевого, телекоммуникационного, оказание услуг для банков по поставке банкоматов, посттерминального, по созданию сети информационных систем, оказание профессиональных услуг, аутсорсинг. У нас в составе имеется облачная платформа OnCloud, которая предоставляет услуги уже несколько лет по среда в облаке, защита персональных данных в облаке, инфраструктура в облаке, множество услуги по CRM, SAP в облаке. То есть компания «Ланит» сильна тем, что заказчик может получить весь спектр необходимых услуг на всей территории страны. Региональной политике мы уделяем очень большое значение, и первая компания, вошедшая в состав в регионе, это случилось в 1995 году, Петропавловске-Камчатске, компания КИЦ. И интересный факт, что развитие региональной сети началось с Дальнего Востока, хотя у многих компаний обычно с средней части России. Через 2 года на Дальнем Востоке в состав вошел «Ланит Дальний Восток», это Владивосток город, «Ланит Партнер» Хабаровск, и там у нас образовался сильный, мощный IT-кластер. Особенность региональных компаний в «Ланит» тем, что они самостоятельные. Они получают дополнительные финансовые, ресурсные компетенции, возможности по технологиям, по людям, но центральная компания не ограничивает их самостоятельность, и менеджмент многих компаний сохранился до сих пор и успешно работает с момента вхождения компании в состав «Ланит». После в 2000 году у нас открылся «Ланит Терком» в Санкт-Петербурге. Это R&D-центр компании. Там много сделано интересных инновационных разработок, которые не имеют аналогов даже в мире. Это система компьютерного зрения, управление жестами, система на кристалле. В 2004 году был открыт. Подробнее справка о региональном развитии в раздаточных материалах. В 2007 в Екатеринбурге Корус АКС, прошу прощения. В 2008 «Ланит Поволжье» в Нижнем Новгороде. В 2010 целых 3 открытия. «Ланит Норд» в Санкт-Петербурге, «Ланит Тольятти» и «Ланит Урал» в Челябинске. В 2011 году в северо-западном регионе в Санкт-Петербурге «Ланит Северо-Запад». И в текущем году у нас 2 открытия. Летом мы объявляли об открытии «Ланит Красноярск» и сейчас «Ланит Юг». Особенность в том, что компании, несмотря, как вы поняли, у нас, если посчитать все подразделения региональных компаний и от центральной компании в регионах, это порядка 40 подразделений. В некоторых регионах их по несколько. Но это не значит, что они друг с другом конкурируют. В том же Санкт-Петербурге 3. «Ланит Норд» — это дистрибьютор, «Ланит Северо-Запад» — это интегратор, «Ланит Терком» — это разработчик инновационных решений и софта, в том числе на зарубежные рынки. То есть везде разные направления, но они комплексно дополняют, гармонично дополняют друг друга и дают заказчику весь спектр, все необходимые услуги и решения. С финансовой точки зрения региональная сеть дает в структуре выручки компании порядка от 5 до 10%. В последнее время к верхней грани диапазона. Но не надо говорить про такую относительную долю, а в абсолютных цифрах выручка всех компаний неуклонно растет. В последние 2 года, 2011-2012, она выросла в 2 раза, и в следующие 2 года поставлена задача нарастить ее в 2 раза. Учитывая, что и сама компания растет, опережая рынок, то, конечно, в относительной доле получается так, как есть, но это все равно дает не только важность региона в финансовом показателе, а в том, что мы получаем доступ ближе к заказчику. Вся мощь «Ланита»
с помощью региональных компаний становится доступна в каждом конкретном месте. Открывая дверь региональной компании, заказчик видит весь центральный Ланит, все его возможности, компетенции и может ими быстро, неукоснительно воспользоваться. Я представляю департамент комплексных проектов в группе компании «Ланит». И одним из направлений, которое курирует мой департамент, это направление связано с электронным правительством, предоставлением услуг в электронном виде, межведомственным взаимодействием. Мой департамент начал работать с «Ланитом», вернее, с Краснодарским краем с 2009 года. Первым проектом было создание регионального портала государственных услуг. После появления этого портала Краснодарский край очень сильно поднялся в рейтингах, то есть, так сказать, рейтингах электронного правительства, электронного региона. Там были, в общем-то, первые места, и сейчас, я думаю, сказать, будет только лучше, потому что, в общем-то, сейчас уже оценка производится не только по услугам, которые находятся на портале, но еще по ряду других факторов. Теперь, конечно, мы уже расширяем, так сказать, спектр своей работы и переходим уже к непосредственно оказанию услуг в электронном виде, межведомственном взаимодействии, всем темам, опять же, о которых мы говорим. С 2011 года мы работаем в Краснодарском крае совместно с Ростелекомом, мы являемся партнером Ростелекома, и выполняем ряд работ, связанных, опять же, с электронным правительством и, так сказать, переводу услуг в электронный вид. Я возглавляю компанию InSystems, это стопроцентная дочерняя компания Ланита. Мы отвечаем в рамках холдинга за все, что связано с построением инженерной инфраструктуры объектов. Я в двух словах расскажу о тех проектах в крае, которые мы сейчас ведем. Ведем уже сейчас совместно с представительством с Ланит-Югом. Так получилось, что достаточно большое количество лет у нас проекты в крае периодически возникали. Мы там давно работаем с Банком России, с федеральным казначейством в регионе. Но текущая ситуация, подготовка к Олимпиаде послужила, естественно, очень серьезным, я бы даже сказал, наверное, взрывным катализатором увеличения объемов по нашим системам, по построению инженерии. Вот. И мы пришли к тому, что, конечно, уже полностью реализовывать эти проекты московскими силами, как мы это делали раньше, невозможно. Нам необходимо постоянное присутствие на месте. Сейчас ведем работу на 3 объектах. 2 в Сочи, 1 в Краснодаре. В Сочи 2 объекта являются олимпийскими. На 1 еще объект в Сочи выходим с января, то есть совокупная в Сочи сейчас у нас с января месяца будет в работе 120 тысяч квадратных метров, полный комплекс слаботочных систем безопасности, информационные системы, системы электропитания. Еще 2 объекта, помимо этих, в Сочи в стадии подписания, 2 объекта в Краснодаре в стадии подписания. То есть сейчас ситуация такая, что объем бизнеса в крае по нашему направлению увеличивается очень и очень серьезно. И компетенция наших коллег из Ланит-Юга позволяет все эти проекты реализовывать, позволяет уверенно набирать еще объемы. И, в принципе, у нас в планах Краснодарским краем не ограничиваться, а сделать так, чтобы наши коллеги отвечали полностью за весь Южный федеральный округ, и Ростов, Астрахань и так далее.